Здравствуйте, друзья мои! Сегодня предлагаю приготовить муссовый торт с карамелизированным шоколадом и абрикосовой прослойкой. Торт состоит из 2 слоев карамельного бисквита, слоя крем-брюле, абрикосового слоя и мусса на карамелизированном шоколаде. Покрывается торт зеркальной глазурью или велюром. Также можно оставить его и совсем без покрытия. Для приготовления бисквита мне нужно 30 граммов пшеничной муки и 40 граммов миндальной, 2 средних яйца, 75 граммов сахара, 15 граммов сливочного масла, 1 грамм разрыхлителя, 20 граммов или миллилитров воды и половина чайной ложки растворимого кофе. Первое, что нужно сделать, замочить весь нужный желатин. Если будете в абрикосы добавлять, значит 3 порции, я не добавляю, поэтому 2. Перед тем, как готовить бисквит, включите духовку, пусть она разогревается до 175 градусов. В это время подготовьте формы или кольцо. Нужно выпечь 2 бисквита диаметром 16 см. Можно печь бисквит листом, а потом вырезать кольца. И, кстати, совсем не обязательно, чтобы у вас было 2 идеальных бисквита. Вы сможете составить их из обрезков. Бисквит карамельный, поэтому нужно сделать карамель. Возьмите 40 граммов сахара от общего количества. Ставлю сотейник на плиту и жду расплавления сахара. Карамель нужно сделать темную, чтобы у нее был насыщенный вкус. В это же время доведите воду до кипения или просто налейте 20 граммов кипятка и растворите в нем кофе. И когда карамель будет готова, горячим кофе остановите процесс. Сахар лучше не мешать. Смотрите, когда начнет подплавляться, приподнимайте сотейник, покачивайте из стороны в сторону, чтобы он плавился равномерно, нигде не подгорал. Когда сахар расплавился и цвет вас устраивает, добавьте кофе, непрерывно мешая. Когда масса стала однородной, нагрев выключайте. Сюда же добавьте масло и размешайте до растворения. Муку смешайте с разрыхлителем. 1 яйцо разделите на желток и белок. Щепоткой соли взбейте белок до пышной массы. Дождиком введите сахар и взбивайте, пока не получите такую плотную пену. После этого, не прекращая взбивания, введите яйцо. А потом желток. Добавьте часть карамели. Аккуратно перемешайте. Массу не месите, двигайте снизу вверх. После этого часть муки я добавила треть. Еще часть карамели. Вторую треть муки. Оставшуюся карамель и оставшуюся муку. Тесто готово. Как-то я незаметно уехала на другой край. Разливаю по формам. Если нужно, помогите тесту распределиться, но у меня оно так ровненько растеклось само. Убираю в духовку примерно на 12 минут. 13 минут у меня стоял бисквит. Он готов. Вот здесь тесто у меня чуть-чуть подтекло. Чтобы этого избежать и не оборачивать кольцо фольгой, можно просто сделать такой небольшой бортик из муки. Вот просто обсыпать кольцо, и тогда тесто у вас никуда не денется. Но здесь, правда, совсем немного. Но если тесто более жидкое, этот прием бывает очень полезен. Разделю бисквиты, дам им остыть, и оба прямо в кольцах уберу в морозильник. Если вы вырезали кольцом, то можете просто бисквиты завернуть в пленку и убрать. Для слоя крем-брюле мне необходимо 200 мл жирных сливок, 40 мл молока, 2 желтка, 40 граммов сахара, 3 чайные ложки ванили или ванильной пудры, 3 чайные ложки растворимого кофе, 4 грамма желатина плюс 20 мл холодной воды. Сливки смешайте с молоком. Отложите чайную ложку сахара. Оставшийся сахар насыпьте в сотейник, поставьте на плиту, включите нагрев и подождите, пока сахар карамелизуется. В это же время сливки с молоком нужно довести до кипения
и растворить в них кофе. Видите, я уже практически не грею сахар, а просто наклоняю сотейник, и так как дно у посуды толстое, процесс карамелизации продолжается. И когда карамель достигла желаемого цвета, понемногу ввожу сливки с молоком, все время мешая, очень аккуратно. Прогрейте пару минут на небольшом нагреве, чтобы кусочки карамели, если они образовались, растворились. Желтки смешайте с отложенным сахаром. Влейте немного карамельных сливок, не прекращая мешать. А теперь верните всю массу в сотейник. Опять поставьте на плиту, включите небольшой нагрев и варите до легкого загустения, до 82 градусов. В общем, крем англес. Я включаю нагрев большой, но периодически приподнимаю сотейник и все время верчу его вокруг своей оси. Причем промешивать надо хорошо по дну. Обычно определяют так. Полоса остается, значит крем готов. Добавьте щепотку соли, ваниль и набухший желатин. А теперь пусть остывает или естественным путем, и тогда вы его помешиваете, или накройте пищевой пленкой в контакт с поверхностью. Для абрикосового слоя 250 граммов очищенных от косточек и порезанных на 4 части абрикосов, 30 граммов сахара, чайная ложка лимонного сока, 20 граммов сливочного масла, 15 мл рома или коньяка. На сковороде карамелизирую сахар. Видите, как хорошо готовить карамель на такой широкой поверхности. Добавляю сливочное масло. И абрикосы. Теперь надо их протушить, чтобы они стали более мягкими. Так как данный торт уже благополучно разрезан мной и съеден гостями, могу внести некоторые дополнения. Чтобы разрезать его было легче и на срезе он выглядел более красиво, абрикосы нарежьте небольшим кубиком. Иначе при разрезании они тянутся за ножом и получается так, что некоторые четвертинки вылезают из самого торта. Когда абрикосы стали мягкими, выливаю ром и поджигаю. Абрикосы со сковородки я убрала. Добавляю лимонный сок. Если добавляете желатин, то его нужно добавить сейчас. Можно абрикосы и не фламбировать. Можно просто потушить в карамели. Достаю оба бисквита. На один выливаю крем-брюле. Выбираю тот, который совершенно не отошел от стенок. А на второй выкладываю слой абрикосов. Если у вас одно кольцо 16 см, то порядок будет такой. Кладете один бисквит в кольцо, подмораживаете и выливаете на него крем-брюле. Отправляете в морозильник. Когда крем-брюле схватится, кладете сверху второй бисквит. И потом на второй бисквит выкладываете абрикосы. Ровненько распределяю ягодный слой и все отправляю в морозильник до полного застывания. Для мусса 180 мл жирных сливок или отвешенной сметаны, 80 мл молока, 180 граммов сыра рикотта. Вместо него можно взять какой-либо другой творожный сыр, 100 граммов карамелизированного шоколада. На крайний случай можно заменить молочным. 8 граммов желатина плюс 40 мл воды. Если желатин крупный, возьмите 50 мл воды. Сливки убираю в холодильник. Перед приготовлением мусса подготовьте форму или кольцо, где будете собирать торт. Переверните и внутри проложите кондитерскую ленту. Еще ее называют ацетатной, но если ее нет, не страшно, можно использовать файлик. Молоко нагреваю до горячего состояния. В горячем молоке растворите набухший желатин. Если вдруг до конца не растворится, можете подогреть все вместе. Шоколад растопите. Не нужно нагревать его очень сильно. Я его даже растопила не до конца. Вылью сюда теплое молоко и все вместе перемешаю. Если вы шоколад сильно нагреете, страшного ничего не случится.
Но просто всегда лучше соединять продукты более близкие по температуре. А перед сливками вообще придется охлаждать. И теперь соединю все с рикоттой. Все размешиваю до однородности. Достаю охлажденные сливки и взбиваю их. Сначала на малых оборотах, постепенно увеличивая до максимума. Взбиваю до пышности. Так достаточно. Теперь все вместе соединяю. Пожалуйста, будьте аккуратны на стадии смешивания мусса. Обязательно убедитесь, что сырно-шоколадная масса у вас не превышает 27 градусов. И даже после этого вводите сливки частями. Если вам кажется, что сырная масса еще теплая, лучше подождите, перестрахуйтесь. Будет очень обидно, если сливки осекутся. Хочу сразу вас предупредить, хотя кто давно со мной готовит, знает. Сахар у меня в муссах, да и в других составляющих по минимуму. Поэтому если вы сладкоежка, то можете добавить сюда ложку сахара. И лучше всего его тогда смешать с рикоттой. Мусс готов. Посмотрите, какой он имеет нежную структуру и очень красивый кремовый цвет. Торт можно собирать. Достаю из морозильника запчасти. Мне не очень нравится вот то, что он так на края залез, я чуть-чуть подровняю. У меня вниз пойдет абрикосовая вставка. То есть при перевороте это будет вверх. 2/3 мусса выливаю. Погружаю абрикосы. И на них оставшийся мусс. Излишки снимаете. Все. Теперь закрою сверху пленкой и уберу в морозильник до полного застывания. Перед покрытием лучше торт заранее освободить из кольца, чтобы вам потом осталось только его достать и покрыть. Быстро уберу опять в морозильник и займусь глазурью. Глазурь я разогрела, можно покрывать. Сейчас покажу вам один вариант. Для него нужно или 2 цвета, или 3. Один основной и 1-2 дополнительных. И нужен или мощный фен, или компрессор. Ну, компрессор, которым вы покрываете торты велюром. Можно налить совсем немного, и тогда получатся такие разводы, как волны на поверхности. Но хочу предупредить, что когда дуете на глазурь, все-таки будьте поаккуратнее. Если очень мощная струя воздуха, она вам может испортить и поверхность торта. То есть как-то так, без фанатизма. Бордюры я ему сделаю из абрикосов. Они у меня очень крепкие, и ничего с ними до завтра не случится. И я сразу хочу извиниться, но разрезать этот торт на камеру я не буду, потому что он у меня к торжеству. Фотографии, конечно же, сделаю. Если хотите сделать бордюр из фруктов, но боитесь, что они заветрятся, сделайте желатиновый раствор. Опустите их туда и потом доставайте и укладываете. И вот еще такой декор из изомальта. Не знаю, что он символизирует, просто пришелся в цвет. Я так подумала, что мой декор похож на ракушку. Ну а раз он похож на ракушку, то можно добавить ему немного жемчуга. Ну вот и достаточно. Вот такой муссовый абрикосовый торт у меня получился. И обязательно получится у вас.
Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита и успехов в кулинарном творчестве. Благодарю вас за просмотр. Если рецепт понравился, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им с друзьями, а я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.